Что если все, что мы знали о происхождении человека, ложь? В 2026-м казахские степи скрывали останки существа, которое одновременно является и неандертальцем, и предком современных казахов, то это переписывает всю эволюционную карту. А самое страшное открытие года доказало: мы уже живем в 6-м массовом вымирании, и точка невозврата пройдена. Смотри дальше, потому что дальше будет еще хуже. 2026 стал годом, когда Земля буквально разверзлась под ногами ученых и выбросила наружу то, что не укладывалось ни в одну существующую теорию. 3 находки из 9, о которых пойдет речь, напрямую связаны между собой. Они указывают на один и тот же вывод, к которому наука отказывалась прийти десятилетиями. Казахстан, Сибирь, дно Тихого океана и льды Антарктиды, каждое из этих мест в 2026-м отдало секрет, который хранило тысячи, а то и миллионы лет. Начнем с того, что перевернуло генетику и антропологию одним ударом. В феврале 2026-го строительная бригада прокладывала трубопровод в Карагандинской области, в 120 километрах к северо-западу от города. Ковш экскаватора вскрыл слой глины на глубине 4 метров и обнажил кость. Рабочие остановили машины. Кость была слишком крупной для животного и слишком странной по форме для современного человека. Казахстанский институт археологии направил группу из 8 специалистов на место уже через 40 часов. То, что они извлекли из мерзлого грунта в течение последующих 3 недель, не помещалось ни в одну классификацию. Скелет принадлежал существу ростом около 180 сантиметров, с надбровными дугами неандертальского типа, массивным затылочным валиком и объемом черепной коробки в 1650 кубических сантиметров. Это на 250 кубических сантиметров больше, чем у среднего современного человека. Радиоуглеродный анализ показал возраст — 41 тысяча лет. Это само по себе не сенсация. Неандертальцы существовали в этот период. Сенсацией стало другое. Берлинская лаборатория геномики провела анализ древней дезоксирибонуклеиновой кислоты, извлеченной из зубной эмали. Результат пришел в апреле, и его перепроверяли 4 раза, прежде чем опубликовать. Геном существа содержал маркеры, которые сегодня встречаются почти исключительно у казахов, киргизов и алтайцев, и практически отсутствуют у европейцев, китайцев и южных азиатов. Конкретная гаплогруппа, обозначим ее как специфическую ветвь группы D, прослеживается непрерывной линией от этого 40-тысячелетнего существа до современного населения казахских степей. Это означает одно: данная популяция не пришла в Центральную Азию позже, не мигрировала из Африки через Ближний Восток стандартным маршрутом. Она была здесь всегда. Профессор Айгерим Саидкали из Алматинского университета, одна из авторов исследования, в своем официальном заявлении использовала осторожную формулировку: реликтовая популяция с устойчивым генетическим следом. Но в интервью немецкому изданию она сказала прямо: если эти данные подтвердятся третьей независимой лабораторией, придется признать, что часть современных казахов несет в себе прямую непрерванную линию от существа, которое по морфологии мы классифицировали бы как неандертальца. Не гибрида, не потомка скрещивания, прямого потомка по непрерывной цепи. Третья лаборатория, южнокорейская, из Сеульского национального университета, подтвердила результаты в июне 2026-го. Это разрушает несколько устоявшихся концепций одновременно. Первое. Неандертальцы не вымерли полностью около 35 тысяч лет назад. Часть популяции в Центральной Азии пережила этот рубеж и продолжила эволюцию. Второе. Стандартная модель миграции из Африки в Европу, в Азию не описывает всей картины. Третье. Морфологические признаки неандертальца и признаки современного человека могут сочетаться в одном существе не как аномалия, а как норма для отдельной популяции. Скелет получил рабочее название «Карагандинский человек». К августу 2026-го вокруг места находки был развернут полноценный раскоп площадью в 800 квадратных метров. На глубине от 3 до 6 метров обнаружили еще 7 скелетов со схожими морфологическими признаками и каменные орудия, которые по технике обработки занимали промежуточное положение между мустерской культурой неандертальцев и верхнепалеолитической культурой современного человека. Рядом с 2 скелетами лежали охровые пигменты. Признак символического мышления, который прежде приписывали исключительно человеку разумному. Карагандинская находка немедленно вызвала политический резонанс внутри Казахстана. Некоторые официальные лица поспешили объявить ее доказательством древнейшего казахского народа. Ученые отреагировали жестко. Речь идет о популяции, которая не имеет отношения к этническому или национальному понятию, существующему последние несколько сотен лет. Но генетическая связь реальна, и она ставит Центральную Азию в центр эволюционной карты человечества, туда, где ее никто не ожидал увидеть.
Пока казахстанские ученые разворачивали раскоп в Карагандинской области в 3000 километров к западу, в Крымских горах, завершалась работа, начатая еще в 2024. Пещера Чокурча под Симферополем известна археологам с 30-х годов прошлого века. Считалось, что она изучена полностью. Это оказалась ошибка. Украинская группа под руководством Михаила Бондаренко пробила в дальней стене пещеры узкий лаз, который вел в нижний ярус. Полость объемом около 180 кубических метров, полностью запечатанную обвалом примерно 60 тысяч лет назад. Внутри сохранились кости как минимум 9 неандертальцев разного возраста. От ребенка примерно 4 лет до взрослой особи с признаками глубокой старости по неандертальским меркам, то есть старше 40 лет. Но не кости стали главным открытием. На северной стене нижнего яруса обнаружили гравировку. Не случайные царапины, систематические насечки, организованные в повторяющиеся группы. 23 группы по 3, 5 или 7 элементов. Несколько изображений, которые при определенной интерпретации можно считать схематичными контурами животных. Возраст гравировок установили по кальцитовому натеку поверх царапин. 65 тысяч лет. И одно изображение, которое немедленно вызвало споры. Округлая фигура с отходящими линиями, напоминающая солнечный диск. Это на 15 тысяч лет старше любого достоверно подтвержденного символического искусства неандертальцев и на 20 тысяч лет старше появления человека разумного в этом регионе. Иными словами, создать эти изображения мог только неандерталец. Никто другой здесь тогда не жил. Значимость этого трудно переоценить. Символическое мышление, способность создавать изображения, не имеющие прямой утилитарной функции, считалось ключевым когнитивным преимуществом человека разумного. Именно оно, по господствующей теории, объясняло, почему наш вид выжил, а неандерталец нет. Чокурча нижнего яруса эту теорию не просто оспаривает, она ее опрокидывает. Профессор Жан-Люк Аноре из Бордоского университета, один из ведущих мировых специалистов по палеолитическому искусству, изучил фотоматериалы и провел 3 дня непосредственно в пещере в мае 2026. Его вывод: гравировки демонстрируют не инстинктивное или случайное поведение, а устойчивую конвенцию, то есть повторяющийся способ нанесения знаков, который предполагает передачу навыка от одного существа к другому. Это обучение, это культура. Помимо гравировок, в нижнем ярусе нашли кострище с остатками древесного угля и костями животных, явно разделанных намеренно, с характерными следами от каменных орудий. Рядом лежали сами орудия, 19 предметов из кремня, 6 из которых демонстрировали многоэтапную обработку, требующую предварительного планирования. Не реакцию на ситуацию, а заранее задуманный процесс. Среди костей животных оказались останки пещерного медведя с намеренно уложенными когтями в одну линию. Этот тип ритуального обращения с останками хищника фиксировался прежде лишь в 2 неандертальских стоянках — в Швейцарии и Словении. Теперь третья точка на карте и самая восточная. Крымская находка и казахстанская находка разделены тысячами километров, но вместе они формируют новую картину. Неандерталец в Евразии не был примитивным существом, доживавшим последние тысячелетия на обочине истории. Он строил культуру, обучал потомков, хоронил медведей и рисовал на стенах. И в Центральной Азии, как показывает карагандинский человек, его линия не оборвалась, она продолжилась. Вопрос, который теперь стоит перед наукой, звучит иначе, чем прежде. Не почему вымер неандерталец, дандасмися, вымер ли он вообще, да, или просто стал нами. В марте 2026-го подводный робот японского исследовательского судна Кайрэй-7 опускался на дно Японского моря в районе подводного плато Ямато на глубину около 180 метров. Задача была рутинной — картографирование донного рельефа для геологической службы. На 23-й минуте погружения камера зафиксировала прямые линии на дне. Прямых линий в природе не бывает. Оператор остановил робота и навел прожектор. На площади примерно в 2 гектара под слоем ила лежали каменные конструкции. Прямоугольные основания, вертикальные блоки, выровненные поверхности с явными следами обработки. Самый крупный блок весил, по последующим оценкам, около 18 тонн. Ни один природный процесс не создает 18-тонные блоки с плоскими гранями и прямыми углами. Японское агентство морских наук и технологий засекретило данные на 48 часов. Стандартная процедура верификации. Затем информация вышла в открытый доступ, и в течение 2 недель на место прибыли 4 независимые экспедиции. Датирование оказалось проблемой. Подводные конструкции не содержат органики, пригодной для радиоуглеродного анализа. Геологи применили метод датирования по скорости осадконакопления и по степени биологического обрастания блока. Результат дал диапазон от 12 до 16 тысяч лет. Это период, когда уровень мирового океана был на 120-140 метров ниже современного. Плато Ямато в то время находилось над водой. Иными словами, кто бы ни построил эти конструкции, он строил их на суше. Потом море поднялось и накрыло постройку. 14 тысяч лет назад это финал последнего ледникового периода. В стандартной хронологии в этот период на территории современной Японии существовала культура дзёмон. Охотники и собиратели, не строившие монументальных каменных сооружений. Ближайшие известные культуры с монументальной каменной архитектурой, с назовем шумерская и египетская, появятся на 5-7 тысяч лет позже и на другом конце континента.
Японский археолог Кенэити Мацумото, специалист по культуре дзёмон, провел под водой в общей сложности 12 часов в составе водолазной группы. Его заключение: техника обработки камня не соответствует ни одной известной культуре региона этого периода. Блоки обработаны методом, который предполагает использование металлических инструментов, либо каменных инструментов с твердостью, превышающей твердость самого строительного камня. Ни того, ни другого культура дзюмон не имела. Это не первая подобная находка у берегов Японии. Подводные структуры у острова Йонагуни открыты еще в 86-м, но Йонагуни всегда вызывал споры. Ряд геологов настаивал на природном происхождении структур. Плато Ямато споров не вызывает. Прямые углы, параллельные ряды блоков и следы инструментальной обработки — это не природа. Находка на Ямато немедленно пересекается с казахстанским и крымским открытиями по одной линии рассуждений. Если неандертальцы в Крыму 65 тысяч лет назад уже создавали символические системы и передавали культурные навыки, а в Казахстане их потомки пережили предполагаемое вымирание, то кто мешал другой неизвестной нам популяции достичь уровня монументального строительства к 14 тысячелетию до нашей эры? Официальная наука пока избегает прямого ответа. 3 ведущих японских университета опубликовали совместное заявление, в котором признали аномальный характер находки и объявили о начале 5-летней программы изучения. 5 лет — это осторожность. Но находка уже есть. Она лежит на глубине 180 метров, никуда не денется, и прямые углы у нее останутся прямыми, независимо от того, сколько времени займет официальное признание. 3 открытия — Казахстан, Крым, Ямато — уже складываются в картину, которую наука 2026 года только начинает признавать. История человека в Евразии длиннее, сложнее и населеннее, чем считалось. И это еще не самое тревожное открытие года. В мае 2026 в Эфиопии, в районе Афарской впадины, палеонтологическая группа Аддис-Абебского университета вскрыла слой породы возрастом 300 тысяч лет и обнаружила там кости, которые не должны были существовать вместе в одном месте и в одно время. В едином слое на площади около 40 квадратных метров лежали останки как минимум 3 видов гоминид. Первый — архаичный человек, разумный, с объемом черепа 1300 кубических сантиметров. Второй — существо с морфологией, близкой к человеку прямоходящему, который по всем прежним данным вымер за 200 тысяч лет до этого слоя. Эти все фрагменты, не укладывающиеся ни в одну из известных классификаций: массивная нижняя челюсть с зубами современного типа при надбровных дугах, сопоставимых с австралопитеком. 3 разных существа, один слой, одно время — это означает одно из двух. Либо датировка ошибочна, и слой смешанный, что бывает при геологических нарушениях. Либо 300 тысяч лет назад в Афарской впадине одновременно жили несколько видов гоминин, которые по стандартной хронологии не должны были пересекаться. Геолог группы Фарида Хайле проверила стратиграфию трижды. Слой не нарушен. Кости залегали в нетронутом туфовом горизонте, в вулканическом пепле, который датируется с точностью плюс-минус 8 тысяч лет. Никакого смешения нет. Международная группа из Лейпцигского института эволюционной антропологии, той самой лаборатории, где Сванте Паабо расшифровал геном неандертальца, запросила образцы для анализа древней дезоксирибонуклеиновой кислоты. Из 2 образцов генетический материал удалось извлечь частично. Результаты показали: оба существа несли митохондриальную линию, которая не совпадает ни с одной из 4 известных ветвей древних людей. Это 5-я линия, прежде неизвестная. Руководитель лейпцигской группы доктор Свен Андерсон назвал находку проблемой для учебников. И это мягкая формулировка. Стандартная модель эволюции человека описывает последовательную смену видов. Австралопитек уступает место человеку прямоходящему, тот гейдельбергскому человеку, тот неандертальцу и человеку разуму. Афарская впадина в 2026 показала: никакой последовательной смены не было. Виды существовали параллельно, жили рядом и, судя по генетике, периодически скрещивались. Это не новая идея, да? Гипотеза о параллельном существовании гоминин обсуждалась в научной литературе с 2000-х годов. Но одно дело — гипотеза, другое — 40 квадратных метров нетронутого слоя с 3 видами и 5-й митохондриальной линией. Среди костей нашли и орудия. 74 предмета из обсидиана, часть из которых относилась к ашельской технике, традиционно приписываемой человеку прямоходящему. А часть демонстрировала среднепалеолитическую обработку, характерную для более поздних гоминин. 2 орудия невозможно отнести ни к одной известной технической традиции. Форма и метод скола не совпадают ни с одним из описанных в литературе типов. Особое внимание привлек один фрагмент кости человека прямоходящего. Бедренная кость с явными следами заживших переломов. Существо сломало бедро и выжило. При том уровне травмы самостоятельное выживание исключено. Нога не держит вес минимум несколько недель. Кто-то ухаживал за этим существом. Кто-то кормил его, пока кость срасталась. Это не инстинкт. Это
асоциальное поведение с элементом альтруизма по отношению к нетрудоспособной особи. Подобные свидетельства ухода за больными фиксировались у неандертальцев. Например, знаменитый старик из Ла Шапель-Осен с полностью стертыми зубами, которого явно кормили. Теперь тот же паттерн обнаружен у существа на 300 тысяч лет старше и морфологически более примитивного. Афарская впадина в 2026 перенесла границу социального поведения и, вероятно, сострадания глубже в прошлое, чем наука была готова признать. В январе 2026 журнал Nature опубликовал исследование, которое редакция сопроводила беспрецедентной пометкой «Срочная публикация в интересах научного сообщества». Такую пометку журнал использовал трижды за свою историю. Последний раз-то в 2020-м, при первых данных о коронавирусе. Исследование подготовила объединенная группа из 7 университетов на основе данных, собранных за 22 года непрерывного мониторинга. Вывод формулировался без смягчений. Шестое массовое вымирание видов не приближается. Оно идет. Прямо сейчас. И его темп в 2026 году превысил темп мелпалеогенового вымирания, уничтожившего динозавров 66 миллионов лет назад. Конкретные цифры. За последние 22 года исчезло окончательно 748 видов позвоночных животных. Это задокументированные исчезновения, те, которые удалось зафиксировать. Необнаруженных по расчетам группы в 4-6 раз больше. Темп исчезновения видов сейчас в 100-200 раз превышает фоновый уровень, тот естественный темп вымирания, который существовал до появления человека разумного. Но главным в исследовании был не этот факт. Он известен давно. Главным было другое. Впервые ученые зафиксировали каскадный коллапс экосистем. Процесс, при котором исчезновение одного вида автоматически запускает цепочку исчезновений зависимых видов. До 2026-го каскады фиксировались локально. Теперь группа задокументировала 11 независимых каскадных цепочек, развивающихся одновременно на разных континентах. Один пример — Амазония. В 2023-м исчез последний подтвержденный экземпляр речного дельфина инии боливийской в бассейне реки Мадейра. Этот вид выполнял функцию распределителя питательных веществ между глубокими и мелкими водами. После его исчезновения за 2 года сократилась популяция 7 видов рыб, зависящих от этого распределения. Сокращение рыбных популяций ударило по 4 видам птиц, питающихся этой рыбой. 2 из 4 видов птиц к 2026 году классифицированы как критически угрожаемые. Один предположительно уже вымер, подтверждение ожидается. Вся цепочка-то от одного дельфина до птиц на грани вымирания заняла 3 года. Второй задокументированный каскад разворачивается в Юго-Восточной Азии, где исчезновение специфических видов опылителей в результате применения пестицидов нового поколения запустило деградацию 23 видов растений. Эти растения являлись кормовой базой для 8 видов млекопитающих. 3 из 8 уже внесены в список исчезающих за последние 4 года. Ранее они считались видами вне угрозы. Авторы исследования ввели новый термин — биотическое объединение. Это не просто сокращение числа видов, это потеря функциональных связей внутри экосистем. Вид может еще существовать численно, но если он утратил партнеров по опылению, хищников, регулирующих его популяцию, или симбионтов, обеспечивающих его питание, экологически он уже мертв. Таких функционально мертвых видов группа насчитала свыше 2000. Точка невозврата в исследовании определена конкретно. Когда каскадные коллапсы охватят более 15% глобальных экосистем одновременно, процесс станет самоподдерживающимся и неостановимым без внешнего вмешательства масштаба, недостижимого для современной цивилизации. По расчетам группы на январь 2026 этот показатель составлял 11,7%. До точки невозврата оставалось 3,3%. При текущем темпе деградации от 8 до 12 лет. Публикацию немедленно оспорили несколько исследовательских групп, указавших на методологические упрощения в расчете каскадных эффектов. Спор продолжает. Но никто из оппонентов не оспорил базовые данные. 748 задокументированных исчезновений, 11 каскадных цепочек, темп в 100-200 раз выше фонового. Спорят только о том, сколько времени осталось. Не о том, идет ли процесс. И именно этот факт, что научная дискуссия 2026 года касается уже только скорости, а не факта вымирания. И является самым страшным открытием года. Не кости в казахских степях, не гравировки в крымских пещерах, а 11,7% на графике, который движется только в одну сторону. В апреле 2026 Китайский национальный центр геномики в Шэньчжэне завершил крупнейший в истории проект по анализу древней дезоксирибонуклеиновой кислоты. 5 лет работы, 4200 образцов из 78 стран, останки возрастом от 5000 до 120 тысяч лет. Результаты опубликовали в 3 статьях одновременно — в Nature, Science и Cell. Такого не случалось никогда. Первый вывод перевернул демографию древнего мира. Население Евразии 20-40 тысяч лет назад было как минимум в 3 раза больше, чем считалось. Прежние оценки строились на основе известных стоянок и артефактов. Геномный анализ работает иначе. По степени генетического разнообразия популяции можно вычислить ее примерный размер в прошлом. 4000 образцов дали
дали статистику, недостижимую для предыдущих исследований. Евразия 25 тысяч лет назад была населена плотнее, чем Европа в средние века. Второй вывод касался непосредственно неандертальцев. Стандартная оценка доли неандертальской дезоксирибонуклеиновой кислоты у современных людей от 1 до 4% у неафриканского населения. Шэньчжэньский анализ показал, эта оценка занижена из-за методологического артефакта в прежних исследованиях. Реальная доля у части популяции Центральной и Восточной Азии составляет от 8 до 12%. У отдельных образцов из Казахстана и Алтайского региона до 17%. 17% это не след древнего скрещивания, это почти пятая часть генома. Третий вывод связал все воедино. Анализ выявил 4 отдельных события скрещивания между человеком разумным и неандертальцем. Прежде считалось, что таких событий было одно, максимум 2. Четвертое событие датируется примерно 28 тысячами лет назад. Это на 7 тысяч лет позже официально принятой даты вымирания неандертальцев. Либо дата вымирания неверна, либо изолированные популяции неандертальцев существовали значительно дольше, чем признавала наука. Карагандинский человек с его 41 тысячей лет и прямой генетической связью с современными казахами теперь получил контекст. Он не аномалия. Он часть паттерна, который геномный анализ зафиксировал по всей Центральной Азии. Отдельным блоком в шэньчжэньском исследовании шли данные по денисовцам, третьей группе древних людей, открытой в 2010 по единственному фрагменту кости из Алтайской пещеры. До 2026-го денисовцы оставались почти полной загадкой. Физических останков катастрофически мало. Геномный анализ восполнил этот пробел косвенным путем. В образцах из Юго-Восточной Азии, Меланезии и, неожиданно, с Тибетского Нагорья обнаружились следы не одной, а 3 различных денисовских популяций, генетически удаленных друг от друга, примерно так же, как современные европейцы удалены от жителей Западной Африки. 3 популяции денисовцев. Ни одной известной стоянки, кроме Алтайской пещеры. Это означает, что целая ветвь человечества, численно сопоставимая с неандертальцами, жила, перемещалась и скрещивалась с нашими предками на протяжении десятков тысяч лет, не оставив почти ничего, что мы могли бы найти и опознать. Руководитель проекта профессор Вэй Цзяньга на пресс-конференции в Шэньчжэне сформулировал итог так. Современный человек — это не один вид, победивший всех остальных. Это гибридный результат многократного смешения как минимум 4 различных популяций, каждая из которых внесла в наш геном функциональные участки дезоксирибонуклеиновой кислоты. Некоторые из этих участков до сих пор активны. Один конкретный пример. Ген, обеспечивающий адаптацию к высокогорью у тибетцев. Прямое наследие денисовцев. Без этого фрагмента денисовской дезоксирибонуклеиновой кислоты тибетцы не смогли бы жить на высоте 4000 метров. Денисовцы вымерли, но их дар выживания остался. Шэньчжэньское исследование замкнуло круг, начатый карагандинским человеком. Неандертальцы, денисовцы, неизвестные популяции из Афарской впадины. Все это не чужие ветви, срубленные эволюцией. Это части нас. И чем глубже наука копает, в буквальном и переносном смысле, тем больше этих частей обнаруживается. В сентябре 2026-го антарктическая буровая станция «Прогресс-3» достигла отметки 3800 метров подо льдом и вскрыла подледниковое озеро «Восток» в новой точке, в 18 километрах от предыдущего бурения 2012 года. Из скважины подняли керн. В нижних слоях кернового льда возрастом около 800 тысяч лет обнаружили органический материал. Это само по себе не сенсация. Микробы в антарктическом льду находили и раньше. Сенсацией стал результат анализа, который российская группа получила через 6 недель и немедленно передала в 3 независимые лаборатории для проверки. Органический материал содержал фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты, не микробной, многоклеточного организма. С геномом, который не совпадает ни с одним из 3 миллионов 800 тысяч видов, внесенных в мировую базу данных последовательности генов. Неизвестный вид. 800 тысяч лет под льдом. Первая реакция научного сообщества была предсказуемой — загрязнение образца. Буровые операции создают риск попадания современного биологического материала в керн. Российская группа предоставила полный протокол бурения и химический анализ, исключающий загрязнение. Изотопный состав органики соответствует возрасту льда, а не современному биологическому материалу. 3 независимые лаборатории в Великобритании, Германии и Канаде подтвердили — загрязнения нет. Геном неизвестного организма содержал 23 хромосомы. У человека тоже 23 пары. Это совпадение немедленно вызвало волну спекуляций в медиапространстве, которую ученые жестко осадили. Число хромосом само по себе ничего не означает. У картофеля их 48. Но структурные особенности генома оказались куда более значимыми, чем число хромосом. Примерно 8% генома неизвестного организма демонстрировали последовательности, гомологичные последовательностям в геноме современного человека. 8% — это колоссально много для существа, предположительно не связанного с эволюционной линией человека. Для сравнения, геном человека и мыши совпадает примерно на 85%, но человек и мышь — близкие родственники в масштабах эволюции. 8% сходства с полностью неизвестным организмом из 800-тысячелетнего льда Антарктиды ни у
укладывается ни в одну существующую модель. Британский биоинформатик Роберт Чемберс из Кембриджа, проводивший независимый анализ, опубликовал препринт в октябре 2026. Его вывод: 8% гомологичных последовательностей не могут быть случайным совпадением. Либо неизвестный организм является очень дальним родственником многоклеточных животных в целом, что означает пересмотр всей эволюционной истории многоклеточной жизни. Либо, и Чемберс подчеркнул, что это менее вероятная, но математически допустимая гипотеза, часть генома современного человека имеет происхождение, которое мы еще не можем объяснить. Второй вариант в научном сообществе встретили с ожидаемым скептицизмом. Но препринт Чемберса за 3 недели набрал 40 тысяч цитирований в академических базах. Это рекорд для биологии. Параллельно российская группа продолжила анализ кернового льда из той же скважины. На глубине 3760 метров в слое возрастом около 650 тысяч лет обнаружили второй образец органики того же неизвестного организма. Это означает, существо жило в Антарктиде как минимум в течение 150 тысяч лет. Это не случайное попадание, это популяция. Что это было за существо, неизвестно. Физических останков нет, только фрагменты дезоксирибонуклеиновой кислоты в древнем льду. Размер, морфология, образ жизни — все это предстоит реконструировать по геному, если это вообще возможно. Работа займет годы. Но один факт установлен достоверно. 800 тысяч лет назад в Антарктиде существовал многоклеточный организм, о котором наука не знала ничего. Он жил там в период, когда Антарктида уже была покрыта льдом. Значит, он был адаптирован к условиям, которые считались несовместимыми с существованием сложных многоклеточных форм жизни. Все открытия 2026 года до этого момента расширяли известную картину, добавляли детали, углубляли хронологию, усложняли родословную человека. Антарктический геном сделал другое. Он показал, что сама картина нарисована неполной, что за ее краями есть нечто, чему мы еще не придумали название. К декабрю 2026 все 9 открытий года лежали на столе. Казахстан, Крым, Японское море, Эфиопия, Антарктида, Шэньчжэньский геномный архив, данные по вымиранию видов, где каждое по отдельности было сенсацией. Вместе они формировали ответ на вопрос, с которого начался этот год. Все, что мы знали о происхождении человека, не ложь. Но это была неполная правда. Настолько неполная, что разница между ней и ложью практически исчезает. Человек разумный не победил в эволюционной гонке. Он не вытеснил неандертальца, не обогнал денисовца, не стал финальной точкой длинного пути от австралопитека. Он смесь. Гибрид минимум 4 популяций, каждая из которых жила дольше, была умнее и сложнее, чем наука признавала на протяжении 150 лет после Дарвина. Неандерталец рисовал на стенах пещер за 65 тысяч лет до того, как это стали делать наши прямые предки в той же географической зоне. Он ухаживал за больными, хоронил медведей, обучал детей технике обработки камня. И в Центральной Азии его линия не оборвалась. Она продолжается в геноме людей, живущих там прямо сейчас. Карагандинский человек, МТВС, не курьез и не исключение. Он свидетельство того, что граница между нами и ними в эволюционной истории была проницаемой, подвижной и, вероятно, в значительной мере условной. Это меняет не только учебники, это меняет вопрос о том, что такое человек. Но 2026 поставил и второй вопрос, более жесткий. Если неандерталец с его культурой, социальным поведением и символическим мышлением все же исчез как отдельная популяция, что именно его уничтожил? Климат, конкуренция, поглощение через скрещивание? Наука до сих пор спорит. И именно этот спор приобретает новое измерение на фоне 11,7% деградировавших экосистем. Потому что то, что происходит сейчас, по темпу уже превзошло вымирание, уничтожившее динозавров. И в отличие от динозавров, у нас есть графики, цифры, 11 задокументированных каскадных цепочек и понимание механизма. Динозавры не знали, что происходит. Мы знаем. Это делает происходящее не менее неизбежным, но значительно более странным. Антарктический геном добавил к этой картине последний штрих. 800 тысяч лет назад под антарктическим льдом жило существо, о котором мы не знали ничего. Оно исчезло и не оставило ничего, кроме фрагментов дезоксирибонуклеиновой кислоты в керновом льду. Никаких артефактов, никаких стоянок, никакого следа в коллективной памяти биосферы, только молекулы в замерзшей воде. Если бы российская буровая группа прошла на 18 километров в сторону, мы бы никогда не узнали, что оно существовало. Сколько таких существ исчезло, не оставив даже молекул? 2026 год ответил на вопрос о происхождении человека и немедленно поставил вопрос о его будущем. Ответ на первый вопрос оказался сложнее и богаче, чем ожидалось. Мы древнее, разнообразнее и теснее связаны с другими формами жизни, чем признавала наука. Ответ на второй вопрос пока не сформулирован, но 11,7% на графике и 8-12 лет до точки невозврата
возврата дают достаточно материала для собственных выводов. История человека, которую 2026 переписал заново, начинается глубже и сложнее, чем мы думаем. Вопрос в том, насколько долгой она окажется. Земля хранила тайны миллионы лет. В 2026 она начала их отдавать. И каждая из них говорит об одном. Мы не первые, кто считал себя вершиной. И не последние, кто исчезнет, не оставив ничего, кроме следов в промерзшей породе.